Всем привет! Я решил записать супер краткий отзыв по игре The Price of Tomorrow, которую мне прислали в кураторку в Стиме. Э, Честно сказать, я выдержал 7 минут. Я стараюсь давать всем играм шанс, но 7 минут для меня было достаточно, чтобы прояснить для себя все моменты, о которых я подозревал по трейлеру и скриншотам. Хоть тут и написано, что в Wii генерировались только изображения, ролики и анимации, но я на 99% уверен, что генерировалось тут вообще все. Сюжетную завязку можно описать одним словом generic. Просто самая непримечательная sci-fi завязка, какую можно себе вообразить в принципе. Диалоги максимально неестественные, люди так не говорят и не пишут. Во всяком случае взрослые. Причем уже во вступлении персонаж вводит всех в курс дела, выступая с докладом, а затем подходит к одному из присутствующих и начинает тут же рассказывать ему то же самое во второй раз. Не улучшает ситуацию и то, что увеличить скорость появления текста или открыть текст сразу нельзя, а потому приходится либо скипать текст, не читая, либо ждать, пока он появляется по буковке с черепашьей скоростью. Наверное, первая визуальная новелла на моей памяти, а на своем веку я повидал всякое, в которой нет такой базовой вещи. Озвучки нет, звуков во вступлении тоже нет. Хотя, казалось бы, многие видеонейронки уже неплохо генерят фоновые звуки и голоса, оживляя сцену, чем можно было бы воспользоваться хотя бы во вступлении. Музыка неплохая и не раздражающая, она просто никакая. Да, она забивает фон, и лучше такая музыка, чем статик из колонок и шум кулеров компьютера на фоне, но в ней нет ни одной запоминающейся ноты, слуху просто не за что зацепиться. Анимации и ролики ужасно кривые. Видимо, закидывали промпты в очень старые слабенькие модели нейросетей с максимально дешевыми генерациями, а затем брали первые же получившиеся результаты и добавляли в игру. И пофигные искажения, кривизну и всякую лютую дичь, вроде собак, морфирующих в кракозябр, сливающихся друг с другом летательных аппаратов и птиц. При этом один и тот же всратый 5-секундный ролик может проигрываться по 6 раз подряд при каждом перелистывании текста. Почему просто нельзя было сделать перетекание последнего кадра в статичную картинку? То же самое и с изображениями. Видимо, их генерили либо во всяких бесплатных нейронках, либо на собственном компьютере, а потом никак не доводили до ума. Вместо текста на вывесках какая-то тарабарщина, есть искажения и прочие косяки. Стилистика, опять же, generic аниме. Я все понимаю, я и сам работал и работаю с нейронками, да и на жизнь как-то зарабатывать надо, но нельзя же кормить людей с лопатой нейрослопом, прося за это деньги. Да, $3 в каких-нибудь условных штатах это копейки, но за данный продукт и такая цена не обоснована. Оставить на всем постсовке и в других небогатых странах ценник почти в $3 за кривой нейрослоп, в котором нет ни одной оригинальной идеи и в который вложено минимальное количество усилий, идея крайне сомнительная. Просто чтобы вы понимали, любой среднестатистический ученик 5 класса способен нагенерить такие видео, картинки и диалоги без малейших усилий, если дать ему доступ к нейронкам и потратить час на объяснение, как их использовать. У меня племянник в 4 классе вещи сложнее делал. Можно использовать нейронки для воплощения своих идей, если нет ресурсов, бюджета на найм реальных сотрудников. Но для этого нужны хоть какие-то идеи. Нет денег на музыкантов и художников? Ну, тогда хотя бы сюжеты или диалоги придумайте сами. И персонажей детально проработайте. Если с писательскими навыками все плачевно, можно доработать, дополнить, расширить, приправить то, что нагенерила нейронка. Арты можно довести до ума, вручную выделив и перегенерив косяки, поправив или убрав текст. Стиль найти какой-нибудь интересный и использовать его для референсов. В том же Midjourney тонны серефов, хоть они зачастую криво работают, с потрясающими стилями. Причем некоторые из них обучают сами художники на своих работах и выкладывают в свободный доступ для всех желающих.
Да и во многих бесплатных нейронках есть встроенные стили. Видео можно брать не с первой генерации со словами «и так сойдет», а потратив 5, 7, а то и 20 с плюсом генераций, чтобы получить заставку анимированный фон без заметных изъянов. Или генерировать их в нейронке подороже. Или в редакторе приблизить и наложить эффекты, чтобы косяки по краям изображения скрыть. С музыкой тоже тонны опций. В той же Suno можно самому напевать мотив, получая готовую мелодию. Или аудиодорожки, из которых можно собирать трек самому. Можно экспериментировать со стилями, с тегами, с инструментами, или просто сверху добавлять звуки и эффекты вручную. Нейронки — это инструменты, а не магическая кнопка, способная полностью заменить человека. А медиа, в которые вложено 0 идей, креатива, эмоций и минимум усилий, не имеет никакой ценности. Скорее даже оно имеет отрицательную ценность, так как отнимает ваше время. Самый дорогой и ограниченный ресурс в жизни каждого человека.